страдания и кровище – это вообще не про жизнь. Просто вот мы, когда живем, мы должны сделать все про жизнь. Совершенно такая противоестественная история. Желание спасти всех, он приводит к тому, что ты всех губишь. Ну или, во всяком случае, не спасаешь вообще никого. Мы все время говорим о том, что не смотри ему в глаза, не смотри ему в глаза. Аппетит хороший, рыбу плохо понимает. Очки до талии, что это вообще? Очки до талии, что? Ползлика. История не только про тюленей, это история про людей, которые приняли уже участие, они уже этот выбор сделали, уже помочь. Вообще, это очень прикольная история. Из смерти делать жизнь. Сколько вас? Здрасте. Где вообще мы находимся? Мы находимся в Тавричанке, в Приволжском крае, где-то примерно в 50 километрах от Владивостока. Все никак не могу выяснить, 50 или 60. Живу здесь 35 лет. Не знаю. Это станция помощи тюленям. Это реабилитационный центр морским млекопитающим. Ну, мы ориентированы не на китообразных, на ластоногих. В какой момент вы поняли, что ваша жизнь будет посвящена реабилитационному центру тюленей? Да я до сих пор не поняла, потому что это вообще очень странная такая история. Бывают ситуации, когда я как выступаю в качестве играющего тренера, то есть я работаю непосредственно с тюленями, потому что с ним делаю, кормлю, меня воду, или там инъекцию какую-то делаю. Потому что Белый Иван, что такое происходит вообще? Что это? Вот, потому что мне всегда казалось, я не про это. А про что? Ну, я такой в душе городской хипстер. Я бы там дальше писала себе спокойно книжки, рисовала картинки. Ну, сейчас, поскольку такая сознательная, уже взрослая, я бы, конечно, донатила какому-нибудь реабилитационному центру, который выращивает тюленей. Там, допустим. А можно сказать, что вы создали свой центр, потому что донатить было некому? Нет, мы создали свой центр, потому что, в принципе, практика спасения молодняка тюленевого, она отсутствовала как класс в стране. Когда мы столкнулись с ситуацией, когда просто некому было делегировать ответственность за животное, которое мы нашли сами на пляже, ближайшее, кого мы нашли, кто смог помочь нам информацией, в общем, алгоритмом как терапевтической помощи, так и раскормом, это Ирландский реабилитационный центр. Я им звонила, я им писала письма, они отвечали очень оперативно, очень подробно. Но к тому моменту, когда мы их нашли, это уже, по-моему, 4-й день был, когда у нас тюлень жил в ванной комнате. Прям в доме? В квартире во Владивостоке. Мы уже дошли сами, как кормить, как должна выглядеть эта смесь. Единственная ошибка, которую мы сделали, мы ее слишком загустили. Она с трудом проталкивалась. Мы не знали ничего про желудочные зонды. Мы кормили из шприца 20-ки, по-моему, с отрезанной конюлей. У нас такая была паста. Не суп, а действительно такая каша. Мы туда добавляли кальмара, что хорошо, и лосося, что не обязательно. И корешку, что тоже не обязательно. То есть можно было только сельдь измельчить и кальмара. Вот, а так сами придумали все. Как звали того тюленя? Чувырла. Какова его судьба? Все шло хорошо, но, к сожалению, анафилактический шок на глистогонный препарат. Вот, это была трагедия. Мы прям плакали с Павлом, мы рыдали. И вдруг, в общем, мы поняли, что мы хотим работать, несмотря на вот этот случай, мы хотим работать с тюленями. Я вообще не думаю, что там был бы какой-то хороший конец, потому что мы, абсолютно не зная, что с ним делать, мы его приручили.
Приручили. Да, он у нас был абсолютно таким домашним животным, который ходил за нами по пятам, залезал на диван, открывал дверцы микроволновки, которому рост... Тюлень. Да. Да. Вот, приставал к собаке. Я не знаю, как бы мы его выпускали, потому что это действительно было такое совершенно ручное животное уже. Это сейчас. Сейчас мы просто знаем, как сделать, чтобы вот этого не происходило, как пресекать вот эти контакты. Дело в том, что в период реабилитации практически каждый, редкий тюлененок не хочет найти контакта с человеком. Ты просто чувствуешь, не то, что они там что-то говорят, тебе показывают, там, ой, давай с тобой дружить, Лора Белаеван. Нет, это происходит, ты чувствуешь это абсолютно какими-то там своими внутренними интуитивными центрами, что сделает только сейчас вот шаг навстречу, это животное твое. И таким образом ты его уже не сможешь никогда вернуть в море. В эти периоды мы сокращаем контакты до просто самого минимума. Сердце пополам, потому что все это ужасно выглядит. Накормил животное, выходишь, он бежит за тобой и кричит: «Мама, мама!» А ты закрываешь перед носом дверцу. Еще вот так вот делают ластами на этих сетках, кричат вслед тебе. А потом все проходит. Я не знаю, потом они, может быть, к психологам своим ходят. Как их отвергли. Как их отвергли. То есть тюлень, который полюбил человека взаимно, он никогда больше не сможет вернуться? Я не знаю, как возможно. Может быть, только дождаться, когда этот тюлень достигнет полового созревания, и все инстинкты, которые природные, инстинкты размножения, он будет доминировать над всеми остальными и привязанностями, приобретенными в том числе. Не знаю, как это происходит. Мы все время говорим о том, что только не смотри ему в глаза, не смотри ему в глаза. 2008 год складывался для Илона Маска просто ужасно. Он разошелся со своей женой Джастин, Тесла срывала поставки первого в мире электрокара Roadster, а осенью мир оказался в самом тяжелом со времен Великой депрессии финансовом кризисе. Как позже признавался сам Маск, в тот момент Тесла была всего в 3 днях от банкротства, а ему самому приходилось занимать деньги на жизнь у друзей. В последний момент компанию спас от краха недавно назначенный на должность финансового директора Дипак Ахуджа, который решился на экстренные меры. Во-первых, он уволил 30% сотрудников. Во-вторых, лично убеждал инвесторов вложиться в компанию производителя экологичных машин, больше 5 лет до этого терпевшего на рынке одни убытки. И, наконец, Ахуджа вывел Тесла на IPO. До этого автоконцерны Америки больше 50 лет не размещались на бирже. В сложные времена финансовый директор становится незаменимым человеком для компании. Он может не только спасти ее, но и найти решение для ее быстрого роста и масштабирования. А помочь повысить свои навыки и стать незаменимым финансовым директором может онлайн-академия Edison. Вместе с экспертами из Мегафон, KPMG, Avon и других больших брендов Edison создала курс «Финансовый директор». Обучение на курсе строится на основе 17 реальных кейсов из бизнеса и закрепляется использованием интерактивных тренажеров. Преподаватели – действующие сотрудники крупных компаний, в том числе консультанты «Большой четверки» и финансовые директора топовых работодателей из разных сфер. На курсе они не только поделятся опытом, но и объяснят, как управлять финансами и рисками, как занять ключевую должность и повысить свой доход, или как пересобрать бизнес и увеличить его прибыльность. Обучение от Академии Edison поможет и тем, кто только начинает карьеру в больших финансах, и опытным сотрудникам, думающим о повышении. Работа не станет помехой. Вы сможете сами определять учебную нагрузку и выбирать удобный формат, чтобы успевать все. После обучения Академия откроет вам бессрочный доступ к образовательному контенту и всем обновлениям курса, а HR-специалисты помогут с трудоустройством и развитием карьеры. Расскажут, как составить грамотное резюме, подготовиться к интервью, чтобы отвечать на сложные вопросы, и, если понадобится, разошлют заявки в компании-партнеры. Записаться на курс «Финансовый директор» от Edison можно по ссылке в описании или QR-коду на экране.
приятный бонус. По промокоду Гордеева вы получите скидку в целых 60% и личную консультацию с экспертами курса в подарок. У вас живой журнал назывался Тосаино. Ину. Ну, Тосаину, кто это вообще? Это японская порода какая-то? Собаки, да. Сорт собаки. Ину это собака по-японски, а Тоса это город в провинции Коти, где выращивались вообще, культивировались эти собаки. Ну, это была какая-то такая существующая собака? Или Это существующая собака, это у меня такая собака жила. Бонсен мой, это была такая случайность такая была, когда один бандит привез от японских бандитов настоящую Тосаину из Японии. Потом бандита этого застрелили, а собака осталась. Собаку выдали замуж за кобеля, которого привезли из Америки, но с очень хорошими генетическими данными. И это был уникальный совершенно помет, потому что вскоре и та собака погибла, которую привезли из Японии. И так вот родились те собаки, от которых появился вот Бонсен. У него бабушка японка была. Прекрасная собака, прекрасная, совершенно. Это мой дружочек лучший в жизни был. Я думаю, что мы с ним встретимся. Мне очень не нравится, как разные конфессии трактуют перспективу для душ животных. Мне кажется, там как-то все по-другому устроено. И если хотя бы одна из этих конфессиональных теорий приближена к правде, тогда я не хочу помирать вообще примерно никогда, потому что единственная радость, как я ее себе представляю, что я встречусь там с моими любимыми, которые со мной прожили часть жизни, и я была счастлива в том числе благодаря им, и я по ним скучаю. И если все не так, то я не знаю тогда, в чем смысл, правда. Давай сменим тему. А давай я скажу про Путина, хорош. Что ты на меня смотришь, как дуть на Кучеру. Не-не, это был сейчас внезапный переход. Я не знаю, как сменить тему аккуратно. Нужно сменять тему, потому что это тяжело просто говорить. Да, это тяжело. Ну, я могу просто сказать, что я как-то обнаружила себя отплывшей от берега, на котором стоит православие, довольно далеко в море. Вот, и я сейчас нахожусь там, куда я отплыла, склоняясь к тому, что все-таки теоретически, догматически православие мне ближе остальных других конфессий, но я прям была внутри православия, прям так хорошо, уютно и надежно. А потом какая-то вот такая вот деформация мировоззрения произошла у меня. Я не знаю, к добру или к худу, правда, но я абсолютно точно сейчас для себя знаю, может быть, это изменится, что мы рождаемся 100-500 раз сюда, и мы каждый раз выбираем место рождения, время рождения и обстоятельства. Вы не хотели бы перевыбрать? Нет. Я для чего-то это сделала. Какие-то задачи мне нужно решить именно в образе и в роли Лор Белаева. Я буду по мере возможности это делать. Когда мне рассказывали про это место, романтически говорили, что это стеклянный пляж. А как вы его тут называете? Стекляшка. Поедем на стекляшечку или, как это сказать, поедем на стеклянный пляж. Ну да, поедем на стеклянный пляж. Это звучит как предложение. На самом деле, вот он, может, не видно, вот он состоит из стекла. На этом месте в соседней бухте была многолетняя грандиозная помойка Владивостока. Это вообще мусоросжигательный завод был здесь. И спасибо форуму АТЭС, по-моему, в 2013 году он был. Перед форумом убрали весь мусор, реорганизовали мусоросжигательный завод, остатки зараженного грунта захоронили по всем правилам. А потом море стало дарить нам вот эту красотищу. Это все битые бутылки с этого мусоросжигательного завода. То есть зашли годы, и мусор стал красивым. Да, и это настолько утешительно и поучительно. Оказывается, из любого говна, наверное, можно со временем получить конфетку. Ну, только, может быть, это будем не мы. И мы не узнаем, как будет выглядеть эта конфетка. Но, в принципе, вот время делает чудеса.
говоря, вот сейчас вот намывы новые, вот это зимние, был как-то совершенно такой офигенско разрушительный шторм, который буквально вот слезал весь этот пляж. Здесь нифига не было, мы так все печалились. Ну, не было вообще стекла. А потом прошло что-то пару месяцев, наверное, и намыло обратно. Здесь ощущение абсолютной вырванности из контекста времени. Здесь нет ни войны, ни Москвы, ничего. Еще из-за разницы во времени и из-за действительно огромного расстояния. По каким моментам ты судишь, что нет этого ощущения? По своему ощущению. У нас этого ощущения нет, у всех в повестке. И очень много сил уходит на то, чтобы себя собирать. Вообще-то каждый день. Удерживать себя от обессмысливания, наверное, своего занятия. Вообще всех. Вот даже, наверное, собирать себя стало уже частью привычки. За этот год? Да. Я как-то пробовала такой детокс в течение недели. Я не читала ничего. Никаких новостей, никаких телеграм-каналов, никаких ютубов. Знаешь, еще хуже. То есть, да, на самом деле ты выпадаешь из этой повестки, и тебе становится очень легче жить. Прямо существенно день на третий, наверное. Но потом, когда ты приходишь, оказывается, что у тебя иммунитет-то тоже прошел. И тебя просто сшибает на лету. Это убийственно. Новости, к которым ты все-таки как-то подготавливаешься, что ли, это лучше, чем новости, которые ты прочитал спустя неделю блаженного недумания о происходящем. Поэтому я больше детоксов таких информационных не практикую. Бессилие часто вас одолевает? Всегда. Ну, одно дело, когда ты смиряешься с другими взглядами, ты смиряешься даже с доносами. Я не знаю, как смириться с доносами. Не знаю, что этому противопоставить. Совершенно не понимаю. Но вы человек помогающего пути, и вы прямые смерти предотвратить не можете. Ничего не можете сделать вообще. Это тут не бессилие. А что это? Какое такое чувство? Это принятие. Ты принимаешь то, что вот это вот все равно происходит сейчас. Ну, я сейчас очень узко про животных, про нашу работу. Потому что я широко про ситуацию нашу. Главное, чтобы у тебя не было вот этого вот ощущения недоделанности. Ты должен всегда себе отдавать отчет, что ты сделал все, что мог. Не просто там чего-то я там сделал не так, чего-то я не доделал. Ты всегда знаешь, на самом деле, чего ты не сделал. Когда люди снаружи обвиняют россиян в соучастии, есть у вас полное ощущение того, что вы сделали все, что могли, чтобы этого не было? Я единственное, что могла, наверное, сделать, это просто помереть, чтобы ничего вот этого не видеть. Но это не значило бы, что я это предотвратила. Я знаю кучу народу, которые бы сказали, если бы мы могли вот сейчас вот здесь сейчас помереть, ну вот пускай будет все хорошо прекратится. Ужас. Готово. И это правда. Ну, в конце концов, что такое смерть? С точки зрения вечности это фигня какая-то. Страдания и кровища – это вообще не про жизнь. Просто вот мы, когда живем, мы должны сделать все про жизнь. А то, что происходит против жизни, совершенно такая противоестественная история. Я не знаю, если я скажу, да, я занималась всегда своей вот этой вот историей узко-специальной. Наверное, нет. А что я должна была делать, я точно так же не смогу ответить на этот вопрос. В каких нужно было принимать участие в акциях там, или что не принимать от государства, что я, допустим, приняла, а я ничего от него не принимала. Не знаю. Не знаю. Как и когда появился вот этот дом, который совершенно не выглядит похожим на остальные дома? Здесь таких нету. Да. Это тюлени дом. Из чего это вообще все сделано? Морские 40-футовые контейнеры. Там первый этаж здания «Волонтерник».
На втором этаже волонтерские спальни. Волонтерник, тюленник. Карантинник, кормокухня. Ну, все это вместе, это тюленятник, да. Вообще территория вся это моя собственность. Всех спонсоров предупреждаю, вся инфраструктура находится на моей частной территории. Собственно, тюленятнику вот это вот все принадлежит. Сколько здесь собак, кошек, людей, тюленей? Котов у нас здесь 7 человек. Собак у нас здесь 4, будет еще 2. Приедут 2 собачечки из грузинского приюта Лен Березиной. А волонтеры? Волонтеров сейчас здесь 3. Вот сейчас из аэропорта приедет 3-й человек. А мне просто казалось, что контейнеры должны быть железные, в них как-то должна быть холодно и гулко. Вот контейнер может дотронуться до стены. Это покрытие, керамическое покрытие. Классно. Картины везде ваши. Да. В доме художника не может быть других художников. Потому что, знаешь, висят везде твои пикчи. И одна какая-нибудь не твоя. И вот приезжай там с маленьким ребенком там, или еще кто-то ходит, скользит взглядом, ничего ему не нравится. И вот этот подходит, когда чужой, говорит: вот это мне нравится. Это самый страх и ужас вообще в Лас-Вегасе, как может быть. А вот вы себя внутри как идентифицируете? Вы кто? Вы художник, писатель, журналист, спасатель тюленей, географ, биолог, не знаю, ветеринар. Нет, конечно, я не про это, я ветеринар бабы. Я поняла, что ты не тот, кем ты себя представляешь внутри или кем ты хочешь стать, а тот, кем ты зарабатываешь деньги. То, что тебя, собственно говоря, поддерживает твое физическое состояние и инфраструктура вокруг тебя, ареал твой, это ты и есть. А все остальное – это иллюзии и представления, какие-то идеалистические своей внутренней сущности. Вот кем бы ни была Белла Иван, какие бы книжки она ни написала, я думаю, что художник, потому что именно это является профессиональной деятельностью и статьей дохода моего. Конечно, художник. Моя любимая все-таки ваша книжка – это «Повести Белкиной». И это, конечно, вопрос большого наследования традиции русской литературы. Когда вы сами про себя стали думать, что вы писатель, вы понимали, какой ряд за вами стоит? Ну, человек просто не называет так «Повести Белкиной». Слушай, когда писался вот этот вот текст, это была игра. Я вообще, я говорила, что я не осознаю себя писателем, да, не потому что я кокетничаю, а потому что я за это не получаю денег, и писательство меня не кормит. Я поняла, наверное, лет 10 назад, что в течение последних 2 или 3 лет я не зарабатываю ничем другим, кроме как продажи работ. То есть это нормальный такой уже профессионализм. И смотри, вот сейчас многие люди, которые пишут, рисуют, танцуют, поют, пляшут, все что угодно, говорят, что как-то не рисуется, как-то не пишется. Как-то вот что-то сложно. И я могу сказать про себя, что мне рисуется в любом состоянии. А вот писать я весь год не пишу. Мне жалко, конечно, этого времени, потому что это год из моей жизни, и время очень-очень быстротечно. И, наверное, мне имело смысл бы взять себя в руки и как-то сказать: вот, Белла Иван, садишься, ты там 2 часа в день херачишь какой-то текст, пригодится, надо написать. Но задним умом невозможно что-то поправить, но я стала хотя бы там разминаться. Знаешь, действительно, вот этот вот кусок текста, там страницу в день написать, абы чего, ну просто вот сама техника соединения себя с текстом, чтобы она не отбегала слишком далеко. Мы что-то заговорили, а кто кем может быть в тюрьме? Не дай бог, он там окажется. А я говорю, а вот мне нельзя говорить, что я художник, потому что мне скажут: а ну-ка лошадку сбаться, а я лошадку-то не нарисую. И мне скажут: говно-то не художник, а отправят куда-нибудь там, побьют, чего доброго. Вот, и мне придется сказать там, что я писатель. И ты знаешь, я с облегчением вздохнула, Будете стенгазету делать? Я буду просто, да, я скажу, я писатель. И вот это меня, скорее всего, спасет.
То есть больших писательских амбиций вы в себе не находите? А я, по-моему, вообще уже больших амбиций ни в чем не нахожу, потому что я вообще даже не помню, когда они у меня кончились. Мои амбиции заканчиваются на каком-то, знаешь, вот эквиваленте финансового, даже не благополучия, а вот не нуждаешься, и ладно, и спасибо, и хорошо, и все. Вот может вот это вот принести тот доход, который просто позволит там, ну не просто не бедствовать, а куда-то съездить, машину поменять. И хватит. Хватит. Остальное все такое дело вкуса. У меня нет амбиции быть великим писателем, великим художником. Какой здесь приблизительно плюс-минус распорядок дня? Это зависит от свежепривезенности тюленей, потому что 6 подходов кормления, это не считая терапии и всяких прочих процедур. Когда в плохом состоянии животное, там скачки вокруг него, они не прекращаются. Это такое концентрированное, смыслообразующее событие в твоей жизни. Не то, что ты там размазан целый год, а ты вот реально делаешь смерть и жизнь. Вот это вот не всегда получается. Но ты попытался, сделал лейбест. Мы как-то с Юлькой такое апрельское утро, солнышко, птички чирикают, 9 утра или 10 утра. И мы сидим с ней, пьем кофе. 10 утра, а у нас тюлени накормлены, умыты, значит, переодеты. Уже какая-то стирка постирана, пеленки сушатся во дворе. Вот это тоже так, как ты знаешь, ты четко понимаешь, что тебе надо. Это ему не нравится, он будет возмущаться. А что делают волонтеры? Это очень много, это практически весь день ты занят. И по большому счету нет разницы, один у тебя тюлень или 15, ты все равно должен по часам. Единственное, что меньше стирать пеленок. Господи, за тюленями стирают пеленки. Все спрашивают, а зачем им пеленки? Да. Затем, чтобы они писали не себе в колготки, а на пеленки. И пеленки впитывают. У них что, и колготки есть? Но они же будут мокрые лежать, и пеленки все впитают. Гигиена. Просто гигиена. Памперсы пробовали? Нет, не пробовали. Тюленя нельзя перегревать. Поэтому нам не пришло в голову. Поэтому зоопеленки одноразовые тоже не используем, потому что они создают термический такой мост. Он греется и греет тюленя снизу. И это категорически нельзя. Перегрев прямо для них фатален. Любой ли человек с любыми ли взглядами может оказаться среди ваших волонтеров? Я думаю, да. У меня просто сейчас, здесь и сейчас есть люди разных взглядов. И даже я не могу сказать, что мы договорились вообще не трогать эту тему, мы эту тему трогаем. Понимаешь, все дело в настрое, наверное, воинственности или не воинственности. До тех пор, пока человек не начинает разговаривать лозунгами и не декларирует готовность убивать людей, отличающихся во взглядах с ним, с этим человеком не то, что можно иметь дело. Я не вижу причиной прекращать с ним общение, если мы разошлись, да, пускай по болезненной теме, по теме очень актуальной, но тем не менее, понимаешь, пока человек жив, вообще любой человек, он не просто имеет право на изменение своей точки зрения, позиции, мнения там, и вообще душевных порывов, а он будет менять. Он будет менять, находясь в изменяющемся контексте, получая другую, какую-то новую информацию. Он будет менять, потому что у него появляется какой-то другой опыт, он становится, может быть, старше. Это даже не по времени, а может быть вообще пройти неделю, человек повзрослел. И до тех пор, пока вообще этот человек жив и говорит, давай мы с тобой больше никогда не будем видеться, но это вообще какая-то чушь собачья. И
Единственное, с кем я, допустим, не готова была бы взаимодействовать вообще ни на какую тему, это с человеком, ну, который, наверное, дурак. С дураками мне сложно. То, что дурак, он безапелляционный. И дурак предполагает, что его точка зрения единственная верная. Я сейчас не о том, что все не так однозначно и так далее. Нет, для меня однозначно. Для меня, кажется, сейчас период очень легкого выбора. Но кому-то кажется иначе. И до тех пор, пока он не идет на меня с лопатой, мы пытаемся все-таки вербализировать наши позиции, если мы пытаемся это делать, да, и выяснить, кто на чем стоит. Это не повод исключать человека из своей жизни. Совсем не повод. На пике сколько у вас было однажды максимально тюленей? 17 одномоментно. Это был пик. В том сезоне было 19, по-моему. Это не очень, на самом деле, много, потому что теоретически вот потенциал популяции, что ли, нашего залива Петра Великого, его можно просчитать вообще до первого года жизни. Доживает 50% молодняка. И это более-менее справедливо для всех видов тюленей. Для ушастых, таких как морские львы, морские коты, так и для настоящих тюленей. Вот наша ларга – это сорт настоящего тюленя, пестрая нерпа. Более или менее все виды, заповедник это, не заповедник, 50% будь добр, отдай Богу обратно. Вот. И 10% из этих 50 гибнет на лежбищах. Так вот, что происходит с остальными 40? В общем, что-то с ними происходит. И вот до года, это, на самом деле, речь не идет о том, что вот он взял и помер, когда ему было 11 месяцев. Это речь идет о первых 3. Вот первые 3 месяца, 4, они самые такие рисковые для молодняка. Поскольку у нас здесь людей очень много по побережьям живет, населенных пунктов много, мы уже не можем говорить о том, что наша помощь оказывает существенное влияние на популяцию. Наш вред оказывает существенное влияние на популяцию, а вот помощи как бы нет. 20 тюленей – это тот минимальный минимум, который, в принципе, вот он оказывается плюс-минус регулярно на глазах людей, которые живут в населенных пунктах по побережью Приморского края. Если их не спасать, то что будет? Мы всех-то и не спасаем. Ну, что происходит? Погибает тюлененок, становится едой для орланов, наверное. Может быть, даже еще не в не погибшем еще состоянии. Нет, я имею в виду глобально, что происходит, вот если количество тюленей уменьшается. Рыбаки скажут: отлично. Все прекрасно. Рыбы нам больше достанется. На самом деле, тюлени, может, и 1% не съедят от того, что выгребаются рыболовецкими компаниями. Но рыбаки считают, что вот их самый главный враг, первейший, злейший, это тюлень. Это смотровая наша. Можно я прочитаю? Да. Интимный, мы не нарушаем тайну пациента. Аппетит хороший, рыбу плохо понимает. Очки до талии? Что это вообще? Очки до талии. Что зликать? Короче говоря, очки – это область вокруг глаз. Так. И когда у тюленя все хорошо с водно-солевым балансом, у него вот эта вот область мокрая. А когда очков нет, это показатель того, что дело-то, в общем, хреновато, и тюлень обезвожен. Так, а тут очки небольшие. Ну, небольшие, это не значит, что их нет. Злится при уборке. Аппетит хороший. Рыбу через глотку надо проталкивать. Это не хороший аппетит, это плохой аппетит. Потом глотает хорошо. Ну, фух. Так, а вначале как было дело? Они переходят постепенно на рыбу. Сейчас они уже едят рыбу, но еще жидкий корм тоже. Правда ли, что одна из важных причин того, что маленькие тюлени остаются без мамы, заключается в человеческом вреде, который нанесен окружающей среде? Нет.
масляный след от танкеров, след от машин, Может. которые выезжают на лед. Может, да, это может, но это не в 100% случаев. Антропогенные природные факторы никто не подсчитывал, сколько в процентном соотношении друг к другу они, значит, больше люди виноваты или больше виновата. Природа, которая, допустим, подула ветром, разломала льды и маленького детеныша отнесло на расстояние, на такое, на котором он уже не услышит голоса самки, а самка не услышит его отклика. У них такой пинг-понг. Самка кричит, детеныш отзывается. Когда таяние льда происходит, это даже не разлив нефти. Это просто вот загрязнение льда выезжающими машинами. Они почему-то там считают нормальным какие-то масляные тряпки бросать и масло менять, а может быть там у кого-то течет, это масло просто там пробито что-то. И на самом деле, когда тает лед, вот эта вот маслянистая пленка, она достигает побережье, зону мокрого песка, собственно говоря, там очень хорошо это видно, как это красиво отливает все на солнце. И стоит детенышу, который еще кормится молоком маманьки, пройти по вот этой вот загрязненной черте, как он приобретает запахи, несвойственные ему. И контрольная проверка, мой или не мой, он ее не проходит. И самка его не кормит. Все. На этом его биография, может быть, и завершилась, может быть, нет, если ему повезет попасться на глаза человеку, то есть каким-то образом доплыть до населенного пункта. Но это не каждый раз случается. Если бы вот не вы, то эти вот крошечки, они бы умерли. Да. Мы-то тоже не гарантия, мы просто даем второй шанс животным. Компенсируем отсутствие у них хороших стартовых условий и выравниваем их способности к выживанию в дикой природе с теми способностями, которые есть у тюленей и тюленят, которые никак не пострадали ни от антропогенного воздействия, ни от природного. У этих случилось страшное. Произошли какие-то обстоятельства, о которых мы можем догадываться. Бывает это просто подвижка льда, когда разъединился детеныш, и самка его не нашла. Самка вернулась, а на том месте уже нету льдины. Бывает, что покусаны собаками, бывают с лежбищными травмами, когда мамки очень долго не было, детеныш решил подойти к чужой тете, а чужие тети у них совершенно никак не обременены альтруизмом. Они выкармливают только своего детеныша, и любой приближающийся объект воспринимают как угрозу своему щенку. Вот поэтому они берут и просто отбрасывают этого щенка, который подошел, тетя, дай поесть. Они очень характерные травмы для них. Это обычно прокус где-то в области глаза, прокус под нижней челюстью. Собачий укус – это всегда сзади. И от собак такому существу живым не уйти, как правило. А эти двое? Эти двое – это экстремально раннее разлучение с самкой. То есть это не докормыши, очевидно. В таком возрасте, а возраст можно определить по стадии линьки, в этом возрасте тюленята должны весить больше 25 килограмм, это я говорю очень осторожно, вообще больше 30 к 40. А к нам они попали один 8 килограмм, другой 10. То есть это тот вес, который однозначно показывает, что это животное не доживет не просто до периода продуктивной охоты, но в ближайшую неделю погибнет. Один из самых частых упреков в ваш адрес – это то, что все равно всех не спасешь, а это может быть естественный отбор, и вы ему мешаете. Это на самом деле легкий такой вопрос. И людей всех не спасешь. Вообще никого не надо спасать всех. Вот это вот желание спасти всех, он приводит к тому, что ты всех губишь. Или, во всяком случае, не спасаешь вообще никого. Ни тюленю, ни человеку, который попал в беду и ему нужна помощь, в тот момент, когда он претерпевает, им пофигу, спасаешь ты всех или его одного сейчас, в данный момент. И спасать действительно можно, имеет смысл. Тогда, когда ты встречаешься с бедой, не в каком-то глобальном масштабе. Это не имеет никакого отношения к той самой теории малых дел. Это имеет отношение к простейшей совершенно истории про человека и его выбор. Я его называю выбор без выбора. Когда ты проходишь мимо страдающего существа, ты просто физически, если ты высокоорганизованный
биологический, психологический чувак, ты просто не можешь сделать следующий шаг, чтобы пройти мимо этой беды. Ты будешь искать способы, возможности отменить боль, страдания вот right now, right here. Не надо никуда там думать о каких-то глобальных вещах, о том, как страдает человеческая популяция, или популяция тюленей, или популяция тигров. Если ты едешь на машине и видишь сбитого, живого там тигренка, ты все равно остановишься, ты будешь искать, где, как его помочь, его довести до места. Это все работает на уровне как раз-таки естественного отбора, но не только в сторону животных, но и в сторону человека тоже. И человек сострадающий – это нормальная биологическая форма вообще существования человека сейчас, в наше время. Я глубоко убеждена, что выживут все-таки и популяция человеческая, она здорово качнется в примат человека сострадающего над человеком так называемым разумным. Разумность – это просто по факту, это уже есть, это уже дано. А сострадание – это другая ступень развития. Про то, что такое эмпатия и почему эмпатичное создание имеет больше шансов на выживание, чем тот, кому пофигу, что у кого-то что-то болит рядом с ним. Благотворительность и вот эти острова благотворительности, которые, как мне кажется, ошибочно принимали за островки гражданского общества в России, это была реализация теории малых дел все-таки. Вот я не могу изменить ситуацию глобально, я буду вот здесь строить новый, прекрасный, хороший мир. Я сейчас без тени сарказма говорю. Не кажется ли вам, что пока каждый на своем малом деле строил прекрасный новый мир, что такое большое, общее, глобальное было упущено? Я никогда про это не думала, но до меня долетели осколки, информационные осколки от интервью певчих, которая про благотворительность высказывалась в резко отрицательном таком ключе, про то, что вот из-за вашей вот благотворительности государство вообще решило пойти каким-то другим путем. Это была радикализация, безусловно, что вы вот там вот государственные функции выполняли, и таким образом государству вот этому, в том виде, в котором оно существует, позволили быть дальше вне протестных настроений. Я абсолютно не разделяю такую позицию. Не потому, что если не я, то кто, хотя и это тоже, а просто вообще миропорядок таков, что кучей дел, кучей проблем занимается не государство. И это не только нашего касается государства. Это вообще, в принципе, благотворительность – это история внегосударственная. И государство здоровенная такая дура, какая бы она ни была, продвинутая или не продвинутая, она никогда не будет рассматривать людей на уровне персон индивидуально, если только эта персона не напакостит государству так, что он не обратит пристальное внимание на него. И приплетать сюда, обвинять людей в том, что они занимались чем-то таким нормальным, милосердным, допустим, если про благотворительность говорить, и таким образом давали государству карт-бланш становиться угрюмой сволочью, нет. Неправильно. Я точно знаю, что реабилитационные центры для диких животных ни в одной стране мира, кроме, панд, наверное, в Китае, чтобы он был государственным. Нет. Это все время частная инициатива, это частные деньги, это история никаким образом не имеющая отношения к государству. Теория малых дел, что там еще, кроме благотворительности и сажания деревьев и цветочков в палисаднике? Я не знаю. Я, наверное, не в теме. Нет, но это как раз все те прекрасные дела, которые объединяют вокруг себя неравнодушных и активных людей и позволяют им чувствовать себя среди своих. Вот это же очень важно. Слушай, понимаешь, это чувствование себя среди своих – это побочный эффект. От того, что ты занимаешь. Немаловажно, да, должны же быть какие-то плюшки вообще не только там
трата ресурсов своих невосполнимых. Ну да, понятно, что с единомышленниками общаться проще, но в любой другой сфере жизни единомышленникам друг с другом проще, чем не с единомышленниками. Возьми он, пожалуйста, там, компанию железнодорожников, им тоже будет проще друг с другом, чем с нами, допустим. О чем с нами разговаривать вообще? То, что государство становится таким, каким оно становится, это не стихийная такая вот история, что вот положено такие-то стадии пройти государство, оно будет их проходить. И если мы говорим о России, то, что происходит сейчас, это еще одна стадия умирания Советского Союза. Я была взрослой девочкой, и Советский Союз умирал на моих глазах. Мы тогда думали, что вот он умирает, вот прямо умирает здесь и сейчас, и очень сильно этому радовались, потому что никто не любил эту формацию, преисполненную лжи, лицемерия и всяких прочих двойных и тройных и четверных стандартов. Хотелось жить как-то проще. Но смерть не наступила тогда. Смерть, она и сейчас еще не наступила, она сильно приближает конец Советского Союза. Это вот сейчас происходит, это не в 90-х. И то, что происходит с Россией, это совершенно метафизическая, наверное, и метафоричная история. Может быть, это как-то связано с тем, что Россия, и если я скажу правопреемник, я буду не права, потому что юридически это не так. Россия не стала правопреемником Советского Союза, но так получилось, что она выплачивала все его долги взамен на зарубежные активы. И если мне память не изменяет, она выплатила 96% всего внешнего долга Советского Союза. Мне так кажется, как художнику, что вместе с внешними долгами были еще и кармические долги, которые тоже перешли по наследству от Советского Союза в Россию. И пока вот эта вот кармическая история не закроется, я не знаю, как сказать, наверное, есть другой синоним, можно было бы подумать и как-то более складно выразиться, но я думаю, понятно, о чем я говорю. Пока не закроется вот это вот кармическое окно, будет продолжаться умирание той формации на наших глазах. Но я очень сильно надеюсь, что сейчас уже агония. Самое первое ваше образование, вы бортпроводник пароходов дальнего следования. Я правильно сказала сейчас? Бортпроводник на судах извините, загранплавание, да, хорошо. Что должно быть в голове у человека, который идет становиться, вау, а это керамическая штука? Керамика, да. Я теперь по керамике спец. Я очень много отсюда приволокла синих стеклышек. Что-то смотрю, новых-то не особо много прибавилось. Но у меня дома есть много. Я сейчас себе отберу самые красивые. Нет, мне больше нравятся прозрачные, мне нравятся синие и желтые. Конечно, синие всем нравятся. Так вот, что должно быть в голове у девочки, которая идет становиться бортпроводником на судах? Слушай, девочка была начитанная. Девочка очень много в детстве читала. Ей попался Канецкий. Среди мифов и рифов, и ледовые брызги, и пути пройденного никто у нас не отнимет. Если бы я была дядькой, я бы пошла на морскую специальность. Да. Но для девчонок это был невозможный, но такой усеянный терниями путь. Поэтому я пошла по быстрому очень пути. Я отправила документы в Находкинское училище пароходское. Здесь вообще была погранзона. И без вызова, без приглашения, без обоснования попасть сюда было невозможно. И меня это ужасно привлекало. А вообще совершенно... Ой, смотри, какой красивый цвет. О, это очень красиво, это вообще сиреневый какой. Ну, я возьму. Ну, спасибо. Ты не предлагал, но я взяла. Понимаешь, вот поздний совок, он был характерен тем, что девочке было абсолютно нечего надеть в люди. Я помню свои зашитые колготки. Не потому, что мои родители были бедные, а потому, что эти колготки блядские за 5 рублей или за 3,50 ты хрен купишь. Какая связь между находкой и колготками? За границу попасть и шмоточек купить, Катя. То есть это не романтика дальних дорог? Понимаешь, ты же действительно не имел никаких возможностей куда-то поехать, не будучи при этом чемпионом мира по фигурному катанию. Либо
ну, там бортпроводники самолетные, у меня туда не работала мысль в ту сторону, а с пароходством, с торговым флотом сработала. Самолет прилетел рано утром. И вот я еду на этом автобусе, и с ходом автобуса, знаешь, когда иногда самолет летит за рассветом. И у меня была такая полная иллюзия, что едет автобус и рассветает. Мы едем навстречу восходящему солнцу. И я смотрю по сторонам и просто забываю дышать, понимаешь? Вот все, что я скажу, это будет вранина. Я хотела уже сказать узнавание. Никакого нахер узнавания не было. У меня просто был абсолютнейший щенячий восторг от того, что было синее небо, золотые деревья, и в разрывах, как дорога вот так вот петляет, море абсолютно синее. И потом, когда автобус приехал в Владивосток, вот эти вот дома на сопках, вот это вот все, я помню вот эту боль, совершенно меня потрясшую, что вот это вот все должно принадлежать мне. Просто вот это мое, а оно мне не принадлежит. Я какая-то чума, приехавшая из хрен знает откуда, и вот это все, оно меня не знает. И ко мне не имеет отношения, а я его уже люблю. Находка была потрясающая. И представляешь, вот эти вот улочки, Владивостокский проспект, Находкинский проспект, не помню. По нему ходит корова, лежит корова. И этих коров объезжают машины с дипломатическими номерами. Меня это потрясло. А еще там дворец культуры моряков, куда мы ходили на дискочи. Лестница такая была мраморная или гранит полированный. И там вечно была обосрана коровами тоже. Почему-то коровы ходили, прям поднимались по этим ступенькам. Я каждые выходные приезжала во Владивосток, снимала номер в гостинице «Приморье», шлялась целый день по Владику, а вечером покупала на остатки денег в гостиничном буфете салат из кальмаров с майонезом, забирала тарелку к себе в номер, садилась на подоконник, ела этих кальмаров, смотрела на улицу по-светскую и рыдала такими слезами, потому что меня ностальгия по Владивостоку мучила прямо вот в момент нахождения в центре Владивостока. Я не могла с ним расстаться даже в мыслях. Это правда, это потрясающе, насколько меня захватила местность, пространство. Вот мне кажется, буду его любить в любом его состоянии. Меня спрашивают, а ты не уезжаешь, ты Россию любишь? Бля, я не знаю, я люблю Владивосток, понимаешь? Наверное, если бы я жила где-нибудь во Владимирской области, я бы с горя или бы начала пить, или бы я все-таки сдриснула уже давным-давно, потому что что меня не цепляет, это средняя полоса. Топ-10 вещей, которые поражают человеческое воображение во Владивостоке. А за что ты его любишь? Я не знаю. Ну, как мы обычно делаем, берешь кого-нибудь и тащишь через центр Владивостока, потому что там совершенно особый дух, который, не перебит он ничем, с его миллионкой, китайскими кварталами, с бывшими опиума-курильнями. Отъезжаешь от Владика чуть по Материковье, вот в Уссурийске, там военное училище, и понятно, что другая форма и вообще все. И я помню, как я спросила куда-то пройти, и мне пальцем, показывая на сопку, мужик какой-то объясняет, да вон там он, на самом клотике. Клотик – это такая фиговина на мачте вообще парохода. Но я это знала, потому что я тоже что-то там читала. И меня поразило, что вот это слово узкоспециальное, оно вплетено просто вот в бытовой язык. А вы курить где научились? На флоте на своем торговом? Да сейчас, я туда пришла уже грамотно. Мы с подругой, я училась в 9 классе, она жила этажом выше. И я не помню, кому из нас пришла в голову эта идея. По-моему, даже мне. Я сказала: Ирка, пошли научимся курить. Она говорит: давай. Я давно, говорит, думала. Мы пошли с ней в киоск, купили пачку БТ. Это такие болгарские сигареты, серая пачка была с откидной крышкой. Копеек 70 стоило. Пошли, научились. Делов-то. Что, прям затяжку? Давно просто, да. Но не было долго у меня такой необходимости. Прямо, что дайте мне сику. Хотя уже к концу школы, наверное, было.
Вы работали буфетчицей на корабле. На сухогрузе. Хорошо, на сухогрузе. На ледоколе. Ну, тут, короче, на ледоколе. Я так влюбилась вообще в Арктику. Я после ледокола имела полное право идти проситься в кадрах, значит, на белый пароход. Белыми пароходами называли суда с таким тонким железом, неспособными раздвигать льды и вообще как-то быть там зажатыми льдами. Поэтому их отправляли только в теплые моря. Вот, и я хочу опять на север, опять хочу на север. У меня это было самое спокойное время жизни. Особенно на ледоколе. На ледоколе это другая история совершенно, потому что там спортзал есть. Ну, он вообще не спортзал, это вертолетный ангар, но поскольку вертолет, когда ледокол находится на проводках, ну, то есть ведет сюда сквозь льды, а вертолет бортовой, он находится на вертолетной площадке. Ангар пустой. И весь ангар, он расчерчен, как спортзал, и размером он примерно такой же. Мы играли в бадминтон через сетку на счет. Что вы увидели, когда вы приплыли, не знаю, дошли до Арктики? Я прилетела на ледокол на вертолете с судна, которое шло в Магадан. Его нормально затерло льдами, он дальше не мог двигаться, примерно где-то еще полсуток хода до Магадана. И с ледокола выслали этот палубный вертолет. Ну, это вертолет вообще гидроразведки, ледовой разведки. А я думала, это он за мной прилетел. На самом деле он просто летал там смотреть. А меня прислали из Владивостока на замену беременной буфетчицы. Случалось всякое. То есть она так долго там в рейсе была? Я не знаю, ну она аж не рожать полетела, она вообще просто вот как бы... Так. А шла я туда на контейнеровозе. И вот 3 яруса контейнеров, это правда, это очень высоко. Плюс еще они же над бортом, там еще от борта до кромки, ну не воды, льда, еще там не знаю сколько. Ну, в общем, получается, что нужно было залезть на вот эти вот 3 яруса контейнеров. Вертолет сел на дальнюю стопку контейнеров этих. Нужно было перешагнуть через 3 пропасти, дойти до... Это было все страшно скользко. Я боюсь высоты ужасно. Нет, я просто наотрез отказалась туда забираться. И в конце концов старпом этого парохода, на котором я шла пассажиром, меня поймал, пристегнул к себе спасательным каким-то там ремнем и просто поволок за собой. Он поднялся по штурмтрапу, и я была меньше, лучше качество было. Не помню, как там правильно. Вот. Ну, в общем, я сопротивляться не могла такому насилию. Я поволоклась за ним на вот эти вот 3 стопки контейнеров и перешагивание через... Понимаешь, чтобы перешагнуть даже там... Да, я не знаю, груз какой-то, чисто в виде. Слушай, это ужас. Там вертолет, тут контейнер. Это была я, да. Вот. Все равно нужно оттолкнуться, чтобы просто вот шаг сделать. А там они все обледеневшие такие были, они страшно были скользкие. Я думала, что если я вот, допустим, сейчас лягу, как гусеница, ну, просто я дотянусь до вот этой вот кромки и даже, ну, наверное, смогу переместить центр тяжести и как-то там подтянуться, бы что-то. Мне старпом не позволил этого сделать. Я там пыталась уже ложиться. Да, у меня просто вот как-то за ремень. И мы полетели на ледокол вроде бы как, над всеми вот этими льдами, расщелинами, торосами. Все это было ужасно красиво. Я нахваталась зайчиков, я спалила себе сетчатку. Я ходила слепая, абсолютно ничего не видела. Дня 3. Нахвататься зайчиков – это тоже какой-то арктический ваш сленг? Это когда снег, это невозможно. Солнечно и снег, и лед до горизонта. Вот это просто настолько ярко, это такая высокая инсоляция, что вообще все нормальные люди летают на вертолете над льдами в очках в темных. Я не взяла с собой. Мое первое впечатление было, что это вообще бесконечно, абсолютно безгранично, что это ужасно просто красиво. А потом, когда мы прилетели, я ничего не видела. Я еще перестала слышать, потому что очень громко винт вертолета работал над башкой, гидролог и пилот, они были в наушниках, а я нет. И они периодически ко мне оборачивались и орали: вот сейчас мы туда слетаем, сейчас мы туда, я по жестам я понимала. И когда мы прилетели на ледокол, зашли в надстройку, я поняла, что я не вижу ни хрена. И встретил нас старпом, который был одет в белую рубашку с короткими рукавами. А он толстенький такой был. Я видела только такой шар с такими отростками. И смотрела, ну, вот примерно, как я думала, где у него находится рот. Оказывается, я промазала и смотрела куда-то сюда. И они решили, что
привезли какую-то дебилку и звали меня ДБ довольно долго. Он мне задавал вопросы, я ничего не слышала и протягивала документы ему в глаз. Такой был. А потом хорошо стали жить. Меня освободили, понятно, что от всех работ, от передачи дел. Что вы там делали? Я на ледоколе была дневальная уборщица. Я мыла пол. Это было прекрасное время в моей жизни. То есть для этого нужно было заканчивать целое ПТУ? Да. Зачем? Иначе туда было не попасть. Во-первых, большей частью-то готовили, во-первых, поваров. Во-вторых, бортпроводник, пассажирский флот был довольно большой в пароходстве. Вот. И готовили-то, собственно говоря, бортпроводников со всеми вот этими песнями и танцами, которые предполагают безопасность пассажиров. Как в самолете бортпроводник отвечает в первую очередь за безопасность пассажиров, так и бортпроводники на судах, на пассажирских, их основная задача – это в случае чего обеспечить эвакуацию и так далее. То есть вы знаете, как устроен, например, ледокол или лайнер? Да, у нас был специальный предмет, назывался техническое устройство судна. И там всего много еще было наворочено, очень специальных вещей. Английский у нас был 4 часа каждый день до обеда. Еще были отдельные там какие-то про сервировку, про еще что-то. Я даже какое-то время помнила назначение ножей во всех и даже могла их отличать на картинках. Сейчас, наверное, нет, избавилась от ненужной информации. То есть получается, что по специальности вы никогда так и не работали? А я работала в пассажирском флоте 4 месяца своей жизни. Меня оттуда выгнали с позором. Меня туда, на этот пароход пассажирский, отправили на неделю, на один рейс. Рейс по северу Приморья. Здесь не было автомобильных дорог. Здесь единственное, как житель Тринея мог попасть из Владивостока к себе домой в Триней, это либо лететь на вертолете, либо вот на вот этом пассажирском судне, который назывался «Любовь Орлова». 2,5 дня, по-моему, пути было. И таким образом, кстати говоря, жители этих портпунктов проводили отпуска целые. Они покупали себе билеты на «Любовь Орлову», там ресторан, там музыкальный салон, там черт в ступе. И вот так вот плавали между Владивостоком и своей деревней месяц. И хорошо себя чувствовали. Вот. А я чувствовала себя плохо, потому что я еще, учась в находке, узнала, что на всех сухогрузах, ледоколах и же с ними каждый член экипажа живет один в каюте. А на пассажирских судах нет. У нас было 4 девахи в каюте, но это как бы нормальное такое правило, купе такое, только что с санитарным узелком в каюте. И это никогда не может быть один. А я так не могу. И я просила меня списать и прислать мне замену, а мне так долго не присылали. И на меня обиделся Старпом, что я все-таки сиганула оттуда, пришла с направлением в университет на сессию, написал мне вслед портянку с ошибкой. Я помню, что саботировала пожарную безопасность. Из ваших рассказов выходит, что Старпом самый главный человек и в торговом... Над тетками. Только над тетками. Над матросами еще. Капитан – это вообще такой царь, и ему со всякой фигней разбираться еще как там пол помыть и вилки чистые. Вот еще не хватало. Конечно, для этого есть специально обученный чувак. Это старший штурман, он стоит вахту, это судоводитель. Но еще у него такая факультативная нагрузка, постоянно орать на теток. Вот такая вот была у него миссия. Я ни одного нормального Старпома, который бы не орал на теток, не видела. Причем так интересно, знаешь, перед тем, как стать чифом, чувак работает вторым помощником, отвечает за погрузку судна, и он тоже судоводитель, стоит вахту на мосту. Это нормальные чуваки все, абсолютно нормальные. Только стоит второму грузовому помощнику стать чифом, он превращается в говно. Я вообще не знаю, где метаморфоза происходит, на каком моменте вообще, когда он пройдет эту переквалификацию или что. Не знаю, в общем, другой человек. А потом капитан опять нормальный, а вот чиф нет. Вы откуда? Из Москвы. А вы? Я вообще из Череповца, но живу в Москве много лет, так что и оттуда, и оттуда. О, Паша пришел. Кого вы, Паша, лечили? Собачку. Девочки, вы соблюдаете свой отпуск, правильно?
Да. Я трачу весь свой отпуск сюда. Я работаю генетиком в лаборатории. И как бы я очень хорошо, мозгами отдыхаю, выдыхаю. Это такое как бы место релакса, грубо говоря. Ну и что я от заката до рассвета, от рассвета до заката бегаю, что-то делаю. Как бы. То же самое. Я, в общем-то, директор турфирмы, и у меня вообще много всяких этой принятия решений, непрерывное разруливание какой-то мелочевки. А здесь такой стол. Здесь все упорядочено. График. Все в тетрадочке написано. Подробники, все от и до. Во сколько надо встать, во сколько надо сделать, и все это все по времени. Не надо делать головой ничего. Я Маша вообще тоже. переводчик-фрилансер. У меня отпуск с собой всю жизнь. Я так куда поехать и когда, мне не нужно никого спрашивать. Физически это ни разу не отдых. Ты все время что-то физически делаешь. Ты все время должен... С животными работаешь очень эмоционально. То есть Заряжает или хочешь, наоборот? не хочешь, ты Да, к ним привязываешься. здесь отдаешь. То есть ты берешь беспомощное существо на грани жизни и смерти, и оно на глазах куда-то идет или вверх, или вниз. И ты все это через себя пропускаешь. Не всегда это эмоции положительные, очень сильно иногда в депрессию вводит, а временами, наоборот, летаешь как ангел. Я однажды поссорилась с тюленем. Друг друга обидели. Блин, звали, он рыбу жрать не хотел совершенно. Не разговаривают с ним. Ну, он поел потом? Да, конечно, поел. Потом. Из вас двоих, кто был зачинщиком всей этой истории? А это альянс, который один Это другого невозможно невозможно. Я поделить. ветеринар, она директор. Вот такой вот развязывающийся. Тут смотри, какая история произошла. Он бы не затеял, вот точно не затеял бы организацию вот этого серпентария, потому что у него никакого инструментария для этого не было. Ну, Здесь что ж, основной ветврач. сбор средств. Да нет, там даже не про сбор это средств было, там и все люди. это было, это сейчас основное. Хорошо, что ты это понял. Тихо. Семейный скандал у нас на завтра. Сценарий. С другой стороны, понимаешь, если бы я одна, без мужа ветврача нашла этого тюленя, просто гуляя с собакой, я бы сидела просто рядом с ним, отгоняла бы от него птиц, просто пока бы он не умер. То, что вы замужем за ветеринаром, это... Это ужасно смешно. Мне до сих пор это смешно слушать. Как вы познакомились? Давайте начнем сначала. Слушай, у меня заболела собака. Я вызвала ветврача. Понимаешь, это был очень тонкий момент. Я очень счастлива перед этим развелась. Вот просто я вообще до сих пор считаю, что развод – это одно из лучших, что с человеком может произойти. Если вот уже ситуация зашла до того, что стало неизбежным расставаться, лучше сделать это as soon as possible, потому что все остальное тоже начинается такое непродуктивное таскание кота за яйца, и потом просто люди жалеют о том, что они не сделали это раньше. Вот я сейчас говорю про это и сама думаю, мы на самом деле с Павлом разводимся 2 раза в год. Вот и не развелись. Но у нас очень бурные нравы у обоих. Мы заметили. Как? Как у вас пятно от чашки с кофе, Слушай, брошенной в шкаф. На самом деле, да. Ну, давайте сначала. Как вы познакомились? У вас заболела собака. Да, и я была... Приходит просто- я высокий, была- молодой, да, красивый я была- ветврач. Именно вот в такой последовательности, как ты сказал. Вот. А я была в состоянии эйфории. Так бывает с разведенными тетками, которые счастливо абсолютно наслаждаются своей свободой. И тут, значит, открывают дверь молодому, высокому, красивому ветврачу. И я втрескалась ужасно. Просто ужасно. Я сбегала из Владивостока, вот, чтобы... Не знаю, я думала, наверное, нельзя. Паше было 26 лет, а мне 36. То есть это все вопреки. Это не из головы абсолютно шло. И когда вот мы стали семьей, буквально через год у нас случилась вот эта встреча с тюленем. И тюлень изменил нашу жизнь, всю, которая была до этого, и уже даже нашу совместную жизнь. А вы сознательно решили, что в вашей семье не будет детей? Или это стечение обстоятельств? И то, и другое. И я просто поняла, что это вот как вот с московской карьерой, да, вот, все так делают. Так и с детьми тоже. Я не хотела. Я не чадолюб.
Мне иногда нравятся посторонние дети, но на очень коротком сроке нашего взаимодействия, минут 15. Вау. Слушай, может быть, у меня прививка, я старшая сестра 2 братьев-погодок, с разницей в 10 и в 11 лет. Их в моей жизни было много, когда я была подростком. Я их любила, я к ним очень хорошо относилась. Но, наверное, я свою вот эту вот задачу отработала. Мне так кажется. Материнство и отцовство, вообще родительство – это не обязательная история вообще в человеческой программе. Жизнь такая, да, по-разному складывается у людей. Это на самом деле вообще не тема как бы определения себя, что ли, в жизни. Хочешь – на, не хочешь – не бери. Так кто все-таки из вас сказал первое, что Я. нужно сделать? Я поддержал, что мы это Нет, сделаем слушай, семейное дело, и нет, которое это нет. мы сможем вдвоем как бы друг друга и поддержать, и это будет общее. Что, не так? Что? Нет, я просто помню, когда у нас это была трагедия с Чуварлой, и ты сказал, что, как ни странно, я бы занимался тюленями дальше. Мы вообще открыли тюленей Владивостоку. У нас первые были годы, это что, а что у нас тюлени есть? А сейчас весь Владивосток ездит на токаревскую кошку осенью и в начале зимы смотреть, как тюлени плавают. А вы можете объяснить, зачем вы сюда приезжать? Вот, просто кормить тюленей, к которым даже нельзя привыкнуть и подружиться с ними? Многие спрашивают, можете ли вы поцеловать тюленя в мордочку? Разрешают ли вам поцеловать тюленя? А мы такие говорим нет, потому что мы не хотим платить оставшуюся жизнь косметическим хирургам за откушенное лицо. А они укусят, да, если поцеловать? С удовольствием, да. Они отъедят все, что ты им предложишь. Тогда я повторю вопрос. Зачем вы приезжаете сюда столько лет подряд, если вы не то, что не можете с ним подружиться, вы даже не можете с ним поцеловаться, потому что он вам все отгрызет? Более того, они даже не говорят «до свидания», когда уходят в океан. На Макваре приезжаем по 3 недельки. Бывают же всякие ситуации. И смертность, и гибель. Тянешь тюленя, а он берет и умер. И в крематорий едешь, везешь его, с которым возился месяц. Подожди, тюленя будет в крематорий? А куда? Хоронить будем? Мы обязаны получить документы, что мы утилизировали. Это же не наша собственность. Мы его не продали, не съели. Вопрос тот, что зачем приезжает? Потому что интересно тут. Жизнь кипит. А за тюленями, когда ездишь, вообще можешь все Приморье посмотреть, потому что мы гоняем за 1000 километров, за 1,5. А алгоритм какой? То есть вот если нам сейчас, пока мы тут сидим, позвонят, кто поедет за рулем? Юлька кинется в машину, наверное, он Юлю возьмет или Машу, возьмут шланги, возьмут шприц, ампулу, перчатки, шприцы. и поедут сразу. Речь идет о том, что туда 10 часов езды, ну, соответственно, 10 часов обратно. Это без отдыха. Ну и тюлень, он же не просто едет. Чтобы его... 3 часа останавливаться, стелишь простыню на обочине и начинаешь его заливать регидрон, колоть ему уколы. На заправке где-нибудь под фонарем. А как люди реагируют? А удивительно... Вот тюлень на заправке. Окей. Едем дальше. Иногда как бы едут еще те, кто нашли навстречу, соответственно, встречаются где-то в точке посередине пути. Перегружает тюлень, наверное. Я думала про твой вопрос, про смысл, и не обесценивалась ли вообще вся вот эта вот идея про спасение тюленей, когда вот людям сейчас как бы... Ты знаешь, я не вижу просто картинку, и вот это невидение картинки не дает мне додумать вариант, допустим, отъезда отсюда. Я не могу себе представить, как человек, который нашел тюленя, не может дозвониться до нас. Это история не только про тюленя, это история про людей, которые приняли уже участие, они уже этот выбор сделали, уже помочь. Они звонят и говорят, у нас тут такое, то ли тюлень, то ли нерпа. Ну, может, не вдаемся в подробности, что это одно и то же, так говорится дальше. Вот. Сбрасывают видео, фотографии, мы по ним понимаем степень проблемности. И вот едем забирать. И они же звонят, он спрашивает, а он не умрет? Может быть, умрет. Но факт то, что он не у них на руках, и не с ними это происходит. То есть они знают, куда делегировать всю эту историю.
но не сбыть ее с концами, а оставаться на связи с нами. Мы же их потом приглашаем на выпуск. Некоторые с нами ездят на выпуски вот с этими тюленями, которые... Боже, ну как это звучит на выпуск? Ну да. А вы плачете? Ладно, ну по-честному, вы плачете, когда вы их выпускаете? По-разному. Это кто у нас? Феи. Да, фея у нас был девочкой, а потом пописала с середины живота. Сказала, я вообще... не А то, это что- Диамид Челюскин, его что, двойное имя? У нас обычное имя и фамилия. А этот фей без Так фамилии. получилось. Поведение активное, горланит до еды. И после еды сосет пеленку. Боже, что у вас тут происходит? Поведение спокойное, много мочи, стул пастообразен, хорошего цвета. Ой, Да, мы эстеты. много. Очки хорошо выражены, энергичен, аппетит хороший, ест беспокойно, после еды сосет пеленку. А то, что он сосет пеленку, это как? Хорошо или плохо? Но у него сосательный рефлекс еще не... А чего вы ему соску не даете? А кто у него потом забирать? Когда вы выпускаете тюленя, вы его чипируете? Нет. Мы не То есть вы никогда не узнаете того, кого вы вырастили? Наши знания о том, как там сложилась биография наших выпускников, это просто удовлетворение нашего личного человеческого любопытства. Ну да, почему нет? Больше, цена вопроса всегда. То есть мы что можем сделать для того, чтобы удовлетворить свое любопытство? Мы можем наклеить на тюленя коробочку, передатчик спутниковый, который будет держаться на нем год до следующей линьки, а чтобы он проработал 2 года, нам нужно выбрать его холку там или затылочную часть и приклеить намертво клеем эту коробочку к башке или к холке, чтобы она не отвалилась в период линьки следующей. Обычно это заканчивается некрозами в той области, где этот передатчик приклеен. И несмотря на то, что передатчики стали очень маленького размера, они, тем не менее, все равно достаточно большие для того, чтобы повлиять на их динамику плавания. Это плохо. Альтернативы таких датчиков только клипсы на ласты, которые можно прочитать только на мертвом животном. Они ставятся на кожистую перемычку между пальцами, специально на краешек, таким образом, что если тюлень зацепился этой клипсой, чтобы он, не повредив особо ласту, мог ее просто потерять. Она оторвется и все, а сам тюлень уплывет. Это не информативный такой случай. Будет этот тег, какое-то время он его потаскает или потеряет, или мы найдем, или нам кто-то скажет о погибшем животном. Мы не откроем ничего нового. Мы, в принципе, знаем процент выживаемости этих тюленей в природе. Мы просто считаем, что да, вот ты, чувак, получил свой второй шанс, не проеби его. Когда находите тюленя, вы радуетесь или наоборот? Очень деятельный период, он не про эмоции. В это время надо собраться, быстренько съездить его забрать, быстренько оказать помощь, привезти. Лучше, когда тюленей находят, чем когда их не находят. Вот то, что вот сейчас, в данный момент их нет, это не говорит о том, что все тюлени хэппи. Это говорит о том, что они умерли там, где их не увидели. То, как вы меняете жизнь тюленей, это, в общем, более-менее понятно. Но как тюлени изменили вас? Достаточно того, что мне пришлось продать свою любименькую квартирочку окнами на Босфор Восточный, который местный Босфор Восточный. У меня под окнами парковались суда. И когда не было интернетика, мне звонили друганы мои и говорили: Лок, посмотри, там капитан Ман стоит или нет на рейде. От этого зависело, если он на рейде стоит, то нужно было ехать в одно место, там, на автобусе или там, на чем угодно. А если его там уже нету, это значит, его поставили к причалу, и нужно было ехать в порт. Мне иногда снится, что я не продала эту квартиру, все еще там живу. Так прямо, ах. Это бытовая перемена. Но есть еще внутренние перемены. Вот чем вы до тюленей отличаетесь от себя сегодняшней? Во-первых, тут, я не знаю, на тюлени ли это свалить. Вот эта вот история, она не занимает 100% нашего времени в году. Она очень сезонная. Она настолько для меня вроде бы как
не всепоглощающее. Ну, допустим, я не плачу там себе денег. Я работаю диреком бесплатно. С одной стороны, я могу себе позволить, с другой стороны, мне так проще, чем потом считать налоги на зарплату. Я не вижу там такого момента, который бы определял меня прямо как личность. Я сделала это дело с помощью друзей, с помощью Паши, с великой помощью, потому что там, правда, без ветрача делать-то нечего, да и не возникла бы эта история. Такая вот история, она же не случилась на ровном месте вот с тюленем. В общем, где-то за месяц, за полтора до того, как мы нашли тюленя, которого притащили к себе в квартиру, чтобы он спокойно там помер, была история с девочкой-журналисткой, которая нашла тюленя в том же ровном месте, где и мы потом свою. И она тоже его оттуда забрала и повезла куда-то, сначала в клинике, по-моему, и там в клиниках ей ничем помочь не смогли. Она его притащила в итоге к себе домой, абсолютно не нашла, что с ним делать. И на следующий день они, по-моему, с МЧСниками его отнесли на то же самое место, сообщив, что там его мамка и папка плавали. Такая история, там папка никогда не имеет отношения к воспитанию своих чад. То есть они наврали или они сами себя убедили? Нет, там плавали, наверное, взрослые тюлени, но они никакого отношения не имели вот к этому. И там тюлень, который уже плавает, он уже и к мамке-то не имеет отношения. Это был тюлень, который действительно нуждался в помощи. Вот ровно той, которую мы сейчас, чем мы и занимаемся, выкармливанием. Это был мой такой грех и вообще... Вот если я перед кем-то виновата, на самом деле, знаешь, я там кучу народу, может быть, как-то обидела, но перед вот этой феей я реально виновата. Почему? Потому что у меня была аудитория в ЖЖшечке тогда еще, знаешь, я была этим тысячником, где я просто на эту чувиху написала, что вот она какого черта она там выгребала этого тюленя с того места, где там, может быть, действительно была его мать, из природы вынимать никого не надо и так далее и тому подобное. Во-первых, с чего я это взяла? Во-вторых, я только спустя время поняла, что чувих-то действовал по тому алгоритму, по которому, собственно, и надо было делать. Она что с ним могла сделать-то? Ничего, она его отнесла на место. Он, наверное, отплыл там сколько-то и потоп. Как меня Господь-то наказал? Спустя 1,5 месяца я оказываюсь в аналогичной ситуации, но я вооружена ветврачом, который говорит, тут сделать ничего невозможно, он умирает, это кома. И мы, когда приволокли этого тюленя домой, он его наколол там всяким разным. И через 2 часа тюлень вышел к нам на кухню. Я извинялась перед ней публично, в ЖЖшечке, в той же самой, спустя, по-моему, 2 года. И повторяла эти извинения в Фейсбуке. Но лично мы не знакомы, я лично не... До сих пор? Нет. Я никак не... Я чувствую, что я все еще не принесла нужных извинений. Вот этот вот сон о том, как вы где-то встречаете тюленя, который поворачивается и говорит: «Лор, спасибо», он существует? Нет. Есть одна штуковина, она, безусловно, есть, которая тебя заставляет продолжать это делать снова и снова, то есть с каждым сезоном брать этих животных и выпускать их в море. Это такое глубокое чувство, неперешибаемое ничем, ощущение правильности происходящего. Ты выпускаешь животное вылеченное, он должен был умереть. Он жив, и у него очень большие шансы вырасти во взрослого животного, родить потомство и умереть потом, лет через 25-30. Слушайте, простите, я думала, что женщина занимается аэробикой. Думаю, какая молодец. А она накачивает себе лодку, чтобы что, кстати? Чтобы у нее была накачанная лодка. Куда она сейчас поплывет? В туман. В туман. И что она там будет делать? Что люди здесь на лодках делают сейчас? Слушай, мне сложно, говорит, я свою еще не надувала. То есть у вас тоже есть своя лодка? Безусловно. У нас есть своя лодка, потому что мы на лодке отвозим периодически подкормку биоцинозу. Потом расскажу, что такое. Все русские писатели, которые были певцами с мест, где они родились и выросли, будь то Приставкин, Шукшин, Распутин, я не знаю, кто еще, они все равно
приезжали в столицы, Москва это была или Петербург, и потом их все время неумолимо тянуло на родину. Вы никуда не приезжали. Редхеу тянуло на родину. Я вот, кстати, недавно про это думаю. Юрия Редхеу, надо вот выяснить. Его тянуло на родину. Как чукотский чувак, где совершенно вот на Чукотке там вольготно и там Бог близко. Как он переехал в середину России, я не представляю. Это ужасно, с моей точки зрения, это кошмарная участь. Потому что у тебя отняли все. А если ты еще сам отнял у себя вот этот воздух, вот эту линию горизонта, которая черт знает где, до нее 3 дня на оленях скакать все равно не догонишь. Я очень люблю просто север и Арктику. Очень люблю. Я бы вот там смогла, наверное, жить, но поскольку мне выпало жить рядом с морем, которое еще и теплое, там 4 месяца в году, конечно, хорошо. Я здесь поживу. Насчет отъезда там куда-нибудь. У меня была совершенно такая история, когда я работала в РИА Новости с Аккором, когда нужно было принимать решение, или ты дальше делаешь карьеру как журналист-новостейщик, или, в общем, остаешься с Аккором ради бога. И была такая очень хорошая для меня вероятность поехать в Екатеринбург. На тот момент там не было единого сапкорского бюро, вообще уральского. И что-то там как-то сделать, вот это вот все это организовать, закрутить и там поработать, а потом после этого переехать в Москву, в центральный офис, и совершенно уже на иные позиции. А с одной стороны, я мозгами понимала, что вот это вот, собственно, все люди так делают. И, в общем, мне, видимо, тоже надо так сделать. И это будет хорошо. И я почему-то для себя решаю, что, собственно говоря, выбора-то у меня и нет. Можно просто сделать следующий шаг. И я заболеваю с температурой, со всякими ужасными какими-то метаниями в бреду. И в этом бреду мне постоянно один и тот же кошмар безысходный. Совершенно я там рыдала просто во сне, в полусознании, что я уехала из Владивостока. Уже живу в Екатеринбурге. Я когда в моменты просветления, когда, видимо, действовал парацетамол, я понимала, что я нахожусь в Владивостоке, никуда не уехала. Я проверяла. Я поднимала телефон, тогда не было этих мобильных, и набирала номер кого-нибудь из друзей, проверяя, я без 8 междугородней попаду ли. Это был такой для меня кошмар, и он такой был липкий, я не могла от него избавиться прямо на протяжении, наверное, минимум недели. Мне лучше становилось физически, я выздоравливала, но стоило мне уснуть, мне приходил вот этот кошмар, что я уехала из Владивостока. Я такой адской боли расставания с Владивостоком больше переносить не хочу. И нет. А карьера? Она пошла лесом вскоре, наверное, через год. Я просто ушла из журналистики, как думала навсегда, но потом еще был у меня такой камбэк с «Новой газеты». Как вы попали в «Новую газету»? Примерно как замуж. Я выполнила несколько спецкурских историй, половину из которых я сама придумала и предложила Муратову. То есть вы лично знакомы? Да, мы лично знакомы. Дима приезжал во Владивосток на какой-то форум дальневосточной журналистики, чего-то там. А я в этот день читала журналистам лекции про экологическую журналистику. И мне мои друганы говорили, вот сейчас Муратов будет мастер-класс читать. Не сейчас, там через 4 часа. А у нас это был май, по-моему, и тюленей сезон. И у меня, правда, было очень мало времени. И они сказали, мы тогда Муратова к тебе привезем завтра. Я говорю, ха-ха-ха, ну и ладно. На следующий день у меня разлаяли собаки, я выглядываю в окно, я была наряжена по красоте, я красила картину, я по уши была в краске. Выглядываю в окно, смотрю, стоит машина. И чувак, один из моих друзей, журналист, а рядом с ним Муратов. Я обалдела совершенно. Мы с ним, я, во всяком случае, я общалась с ним так, как будто я его знаю 150 жизней вообще. Мы минут 20 не могли зайти в калитку, потому что мы разговаривали. Потом как-то зашли все-таки. Вот, он приехал со мной знакомиться и смотреть, действительно ли... как тюлень. Тюлень, правда, тюлень плавали в бассейне. И мы с Муратовым разговаривали про литературочку.
Вот. И он спросил, почему я там не дописываю какую-то книжку. Я ее до сих пор не написала. Прошло уже 8 лет, я ее не дописала. Ее, собственно, собрать надо, и я почему-то не могу это сделать. Я очень хотела понять для себя те рассказы, которые я писала в доинтернетную эпоху. С появлением телефонов, с появлением интернета изменилось действительно все. Да не просто ритм, а как-то вообще все устроено по-другому. Я думаю, на пароходе тоже все иначе. И я туда за деньги «Новой газеты» лечу на Ермак, ледокол, который вот выполняет функции штаба арктической навигации. Обнаруживаю, что там нет льда вокруг этого ледокола, вообще обалдеваю совершенно. Я оказываюсь на ледоколе, мало того, что там ни хрена не изменилось, там еще и люди, те, с которыми я работала раньше. Они до сих пор там. Только кажется, что, ой, внешне там все старые хрычи стали и так далее. Знаешь, приглядываешься, все те же. Там еще и вдобавок связи не было. Я там пробыла 2 или 3 недели. У меня каждую минуту, каждую секунду было дежавю. Единственным диссонансом, в котором было то, что я, когда утром просыпалась, я обнаружила себя в каюте дублера капитана. Думаю, господи, почему я не помню подробностей? Я жила в каюте дублера капитана, потому что этой должности нет. Каюта пустовала, двухкомнатные апартаменты с кухней даже. Шикарно. Абсолютно шикарно. Я себя чувствовала, конечно, великолепно. А потом что-то как-то закрутилось, завертелось, и я не могу. Знаешь, вот я подхожу к этим текстам, я их смотрю, я даже ржу. Я читаю и ржу. И все, кто их читает, ржут, и это все весело и прекрасно. И, в общем, как бы я сейчас смотрю, они написаны давно, но я уже абстрагировалась от них до такой степени, что я могу абсолютно честно сказать, плохой язык или хороший. Написано это вообще как? Это написано хорошо. Но я не могу почему-то из этого сделать книгу. А вот в 16-м я занялась темой вообще для себя. Мне хотелось понять, как происходит технически трафик черноморских афалин, это краснокнижный дельфин, который 100 колов времени запрещен уже к отлову, а ими оснащены все дельфинарники юга России. Вот. И... То есть это те дельфины, которые выступают в представлениях, и с которыми плавают по-разному больные дети. Да, они самые. Я обнаружила, что дельфин там, условно говоря, по кличке Женя, ему 30 лет уже должно быть, а он какого-то черта выступает вот здесь сейчас. Этого не может быть, потому что все уже старые, дряхлые, с палочкой ходят, а он прыгает через кольцо. Я изложила вот этот вот момент Муратову, сказала, может, сделаем? И я сделала такое мини-расследование. Я помню, что я Новый год встретила в Судаке, в Крыму. И я там была в контексте вот этой вот истории, пытаясь найти концы 2 животных конкретно, которые должны были быть, по-моему, Немо назывался у них, сеть дельфинарников. Это чисто крымская была история, украинская тогда еще. Вот, которые занимались абсолютно тем же самым. Абсолютно аналогичные были нарушения, абсолютно та же самая техника пересадки чипов и переделки документов с погибшего животного на свежеотловленного. То есть отловы афалин происходили вовсю. История с подменой животных, она настолько была широко распространена, что под видом, по документам одного животного успевало пройти там 7. Они последовательно все умирали. Чип пересаживали, документы подделывали. Документы, собственно говоря, приходили. Смысл в том, что эти животные зарабатывали деньги в дельфинарии? Конечно, да. Зарабатывали они очень круто. Речь шла, конечно, о миллионах, и о миллионах в очень короткий срок, то есть на течение недель каких-то. Несколько теоретических вопросов. Дельфины действительно лечат детей? Нет. Не доказано, что дельфинотерапия полезна, но зато доказано то, какие болячки может заработать человек в прямом контакте, находясь с дельфином. Мы обмениваемся с ними бактериалкой. Некоторые бактерии, они становятся устойчивыми к антибиотикам, побывав в дельфине. И потом вот этой вот новой формой болячки дельфин награждает чувака, который с ним поплавал. Знаешь, вот морская форма жизни вообще, даже вот если морские млекопитающие, вроде бы как нет у них жабр, они дышат легкими. Это настолько такая инопланетная форма жизни, которая не очень полезна вообще-то человеку чисто физиологически. Допустим, вот мы работая с тюленями,
Сейчас-то мы уже знаем, что если тебя укусил тюлень, нужно сделать это, 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 это. Особенно это касается пальцев. Там, где лимфа не очень подвижная, сразу же мгновенно заражаешься болячкой, которая во времена Джека Лондона лечилась просто топором. Это так называемый тюленей палец, силфингер. Его разбарабанивало со страшной силой. И боль, и вся вот эта вот холера распространялась дальше на всю конечность. Это болезнь морских зверобоев. Они выходили просто на корму, рубили себе руки. Таким вот образом избавляясь от боли, которая она, правда, невыносима. Я 2 раза болела этой штукой, причем она сложно диагностируется, а ее нету в перечне диагнозов. Ну, представляешь себе, да, где, откуда в практике наших врачей болезнь, которой работают чуваки, которые сдергивают шкуру с животных, с морские зверобои. Ну, это вообще... И причем рыбья вот зараза, она совсем по-иному выглядит. И когда меня спрашивают, а вы с тюленями там не купаетесь в бассейне? Думаю, господи, нет! Спаси, сохрани. Это бактериальный суп, истребить который не удается даже в высокой концентрации хлорки. К чему привело расследование? Кстати, интересный вопрос. Я все думала, кто будет моя целевая аудитория. Я не могла ответить для себя на этот вопрос. Я, кстати, гораздо скептичнее относилась к людям тогда, чем сейчас. Хуже прям. В общем. И вот выходит моя вот эта вот такая трилогия. И одновременно выходит фильм документальный Галины Петросян «Рожденные свободными». Про белух, которые содержались на базе Института Северцева. И вдруг получается очень неожиданный эффект. Наши вот эти вот истории вдруг затрагивает форумы мамские. Начинается просто обвал какой-то вот с перепостами, со ссылками и с обсуждениями. Я не могу сказать, что все мамашки сказали, плевать, все равно мы я потащу своего ребенка там смотреть на дельфинчиков, как они прыгают. Были такие, но абсолютное большинство мамаш сказала, что они в дельфинарии не ногой больше. Вот это для меня было совершенно потрясающе. Как-то нам получилось качнуть общественное мнение. В общем-то, я считаю, очень малыми затратами. И видно так вот, чтобы вот, все раз и изменилось. Нет, конечно, такого не произошло. Но когда случилась спустя год история с китовой тюрьмой, мы вдруг обнаружили общественное мнение подготовленное. С китовой тюрьмы здесь уже в Приморье? Да. И противники китовой тюрьмы, и сторонники того, чтобы этих косаток и белух выпустили, вернули в природу, очень сильно потрясло наше воображение. Желание человека пристроить под себя все, что даже на него не сильно похоже, в том числе и тюленей, в том числе и косаток, и белух, и дельфинов, насколько оно вообще поражает? Самая такая правильная форма любви по отношению к диким животным – это не вмешиваться в их жизнь до той поры, пока она благополучна в естественной среде обитания. Когда любовь – синоним обладания. Она не обязана быть вообще-то синонимом обладания и вообще не обязана быть обвешенной такой атрибутикой, как обладание. Любовь, наоборот, про отдачу, а не про взячу. Но не для всех. Вот эта вот история про обладание, она, конечно, очень сильно мешает прямо вот танцевать многим. Понимаешь, у тех же самых дельфинщиков, я имею в виду дельфинарщиков и у защитников всего этого бизнеса, у них есть такой странный показатель. Им там хорошо, у них даже детишки появляются. А я знаю, что это самый большой ужас вообще. Понимаешь, в природе фалины, они занимаются сексом ради удовольствия. Это одно из немногих животных, которые ценят секс за то, что он есть. И они такие сексуально озабоченные чуваки. И в природе, вообще-то, девочки и мальчики живут отдельно. И если молодая девочка на выданье дельфина фалина вот прям хочет замуж, то мальчик из мужского сообщества, он танцует с бубнами вокруг нее и дарит ей подарки. Да, у них есть такая история. Вот. Что дарят? Водоросли. Но есть и обратная сторона всех этих взаимоотношений. Если девочка пошла гулять одна и слишком далеко ушла от своих дуэней, это может закончиться насилием. Так вот, в ситуации ограниченного водоема,
когда девочки и мальчики содержатся вместе, это насилие всегда. Это тюремная камера. И точно так же, если человеческую девочку половозрелую вбросить в камеру к мужикам, то она, скорее всего, тоже будет беременна. Это абсолютно эта история. А как проверить вообще кому-то из вот этих диких животных, хорошо ли в неволе или плохо? Ты можешь оперировать только своими знаниями, которые ты вольна либо расширять, либо не расширять. Ну вот как я могу проверить? Заглянуть хотя бы, может быть, в Википедию и посмотреть образ жизни, там, сколько там дельфины должны двигаться в день, и какие они расстояния проплывают. Они могут проплыть 100 километров, 150, просто чтобы попиздеть с приятелем. И для них это нормально. Для них нету заборов, вот этих вот, их не может существовать. Для них забор – это берег. И нету таких возможностей вообще создать искусственную среду обитания для китообразных, которая бы имитировала хотя бы благополучие. Это просто та достаточность, которая им дана для того, чтобы они физически не умерли. Все. С ластоногими тут чуточку попроще. Я честный чувак, сейчас вообще. Вот, я против неволи для ластоногих тоже, но я готова признать, что для ластоногих создать искусственную среду обитания возможно. Для китообразных нет. История о том, как одна ваша воспитанница оказалась в московском зоопарке, и теперь, на самом деле, все ее могут там посмотреть. Она, кстати, воспитанница или воспитанник? Слушай, она наш пациент, мы ее не воспитывали. Вот, к слову о приручаемости, это такой частый вопрос нам задают. Ты не задала, я тебе рассказывала. Вот вы выпускаете тюленей, которые познали человека. No. Этого не было. Как они потом в природе, как они свою независимость потом приходится отстаивать и доказывать. Когда мы поняли, что тюлень у нас не выпускной, уже договорились с московским зоопарком. Кстати, предложение это было их. А всего порядку. Почему тюлень не выпускной? Потому что мы не могли ее выпустить из-за того, что она, мало того, что была полностью слепая, это еще фигня, потому что мы выпускаем тюленей слепых. Да? Конечно, потому что зрение не их сильная сторона. Они, можно сказать, вообще очень мало им пользуются. У них, конечно, все дело решают усы. Вибрисы – это вот такой, эти вот усики? Да, это главный орган осязания, ориентирования в пространстве. Это вообще такое эхолокация, хотя эхолокация тюленя, она, надо сказать, не изучена. Но мы заметили корреляцию между усами, их отсутствием и возможностями тюленя реагировать на изменения внешних обстоятельств. Она самая прямая. Она как бы реагировала не то что с запозданием. Это была задержка на, может быть, секунду. А такое промедление в природе стоит жизни. Либо мы выкидываем сейчас животное на произвол судьбы, и я сама говорю, срок жизни ее в море – это хорошо, если 3 дня. А себе ее оставить? Ну, у нас же нету такой инфраструктуры, которая предполагала бы круглогодичное содержание тюленей. Когда московский зоопарк сделал нам вот это предложение, которое было очень ценно, и я ни капельки не жалею, что мы согласились с благодарностью, потому что альтернатива была очень тяжелая. Мы пока готовились документы, они готовятся не в один день, вообще заняла подготовка 2 месяца. Мы эти 2 месяца уже, естественно, вели себя с тюленем так, уже зная, что он не пойдет в природу. То есть уже дикость нас уже не была таким главным фактором. Мы с ней разговаривали, мы с ней играли, мы ее Как ее зовут? с рук. Таня Светлая. Светлая – это название бухты, а Таня – это в честь девочки, которая приняла в ней участие, она ее нашла. И тем не менее, когда зоопарк ее привез к себе, ушло еще 3 горы времени на то, чтобы Таня нормально шла к киперу. Не потому что она дебила, а потому что она осторожный чувак. Она не доверяет, она сохранила. Как она оказалась, то есть она до Москвы, как она добиралась? Самолетами Аэрофлот. Тюлени могут летать? Тюлени неплохо переносят перелеты. Длительную поездку на машине хуже переносят. А деньги вам за нее платили? 1 рубль. Да, у нас договор. Дело в том, что Таня наша отказалась выходить в экспозиционный бассейн. И у нас это просто такой маленький предмет наших шуток домашних, что, конечно, квартирка-то в центре Москвы, да не просто, ладно, однокомнатная, зато с бассейном. У нее там в карантиннике отдельно бассейн свой маленький. И она выходила на площадку тусить перед большим экспозиционным бассейном.
спала на берегу, несколько раз падала, скатывалась во сне, плюхалась в этот бассейн, вылезала, уходила к себе и плавала в своем маленьком бассейне. В конце концов, вот она решила, ладно, вот. Но я к тому, что потребовалось время вообще, чтобы вот ее приручить. Вообще с момента ее обнаружения, когда ее нашли ребята, они приехали подавить. И, прогуливаясь по пляжу, вот они нашли этого тюленя, который совершенно... На меня он произвел впечатление не оптимистичное, я бы сказала. Я посмотрела, и девочке сказала по телефону, говорю, ну, это не жилец. Это я сказала. Я вообще сторонник того, чтобы до последнего вообще бились. Но вы понимаете, говорю, что кроме вас ей сейчас никто не поможет. Мы далеко, а вы уже там. Она говорит, мы готовы все сделать. Вы скажите, что? Я говорю, ну сейчас положить ее в багажник машины и ехать в сторону Владивостока с открытыми окнами, ну, чтобы не перегреть. Мы выезжаем к вам навстречу и в Арсении встретимся. И она, вопреки всему, она мало что выжила. Так она еще в машине у нас и там квакала чего-то. И вполне себе тюлень нормальный. И потом, когда завершилась эпопея уже с московским зоопарком, знаешь, у меня было такое ощущение переданной соломки. Как будто mission complete. Вот этот год, он приводил вас к мысли о том, что в ситуации, когда в таких количествах гибнут люди, заниматься спасением 1,5 десятка тюленей, ну, странно, если не бесполезно. Зачем? Наверное, здесь два вопроса, на самом деле. Первое про полезность и бесполезность. Второй, поменялось ли что-нибудь. Понимаешь, для тюленей не поменялось ничего. Они здесь ни при чем. Это вторая часть вопроса. А первое про бесполезность и бессмысленность вообще заниматься спасением жизни кого-то 1, 2, 3, 20. Там, допустим. Понимаешь, когда речь не идет о выживаемости всей популяции, это справедливо к человеческой популяции тоже. Имеет ли смысл заниматься спасением 1 человека? Ну, куча народу, наверное, скажет, ты там сравнила, человек это ого-го, животное это фигня. Ну, животное может быть и фигня. А мне нравится спасать животных. Нравится, потому что вообще это очень прикольная история из смерти делать жизнь. Понимаешь, что ты вот в этот момент здесь сейчас, находясь со зверем, ты такая труба на бане, по которой с небес откуда-то в этого зверя течет жизнь. Вот, собственно говоря, твоя роль – побыть трубой на бане. Ну, это еще такой момент дисциплины. Ты видела, у нас там очень чисто. Да. В общем. И мы как-то давно уже обнаружили одну вещь. Вот в этом вот занятии нету фигни и мелочей. Понимаешь, вот эти вот штуки ритуальные. Мы заметили, чем больше мы затрахаемся, вот, тем лучше у нас результат. Должно быть чисто. Поэтому мы каждую чешуйку отскребаем от столов. Это тоже имеет значение. Я не знаю, как это устроено, как это так работает. Но там абсолютно нет пофигизма. И так сойдет, так не работает. Есть ощущение, что вы построили идеальный мир, стены у которого, в общем, достаточно крепкие, но все равно хрупкие. И внешний мир, придя, может их снести. Ощущение зыбкости именно этого занятия примерно такое же, как ощущение от зыбкости собственного бытия. Все сильно стало более зыбким последний именно год. Он все очень обнажил, обострил у всех. И противное выражение горизонт планирования, сократившийся до ближайших 15 минут. Можем предполагать, а как оно ёбнет тебя или не ёбнет по башке, и в какой момент это произойдет, это абсолютно от тебя не зависит. Понимаешь, вообще вот про смысл. В жизни, в самой жизни, в моей, в твоей,
там в тюлене, в собачьей, в жизни любого живого существа главное – это жизнь. И смысл жизни, собственно, в жизни. Больше ничего на самом деле плохого в смерти нет. Мы не умираем насовсем, но правила игры таковы, что пока ты находишься в жизни, жизнь ценна для тебя, для собаки, которая находится здесь и сейчас в жизни, для тюленя. Вот как-то нужно честно играть. И если ты можешь кому-то помочь, вот понимаешь, ведь вопрос-то, а почему вы помогаете там кого-то там тюленя спасать? Потому что мы можем, мы умеем это делать. И если бы мы умели спасать ежиков, вот, но ежиками там заниматься. Смысла в спасении ежиков, Кать, нет тоже. Иногда кажется, что история про спасение животных или про спасение каких-нибудь редких видов птиц или там водорослей – это уход от реальности, чтобы просто не замечать того, как вокруг тебя рушится мир. Слушай, когда мы начали в 2005 году заниматься тюленями, мир стоял вполне себе ничего. И у нас были планы, обстановка изменилась, внешние обстоятельства изменились. Но почему мы должны менять свою суть? Это часть нас, это часть наших, в очень широких смыслах слова abilities. Мы это можем, и почему мы должны сложить лапки и перестать заниматься тем, чем мы занимались до этого? Жизнь-то не кончилась. Мы еще живы. Понимаешь? И море должно у человека быть свое. Не просто там, я могу прилететь там на какое-нибудь любое море. Вот море должно быть свое. У меня не было, но я допускаю такую мысль, что какое-нибудь лето или там с весны по осень, вот этот сезон весь жидкой воды, ты не можешь приехать. Ну, там занят, еще там что-то случилось, не дай бог. Все равно само понимание того, что ты в любой момент можешь оказаться на море, оно тебе родня. Вот потом прилетаешь на какое-нибудь другое, оно хороший человек, но не член семьи. А вот это вот прям свое родненькое такое. Вы вообще счастливый человек? Да грех жаловаться, на самом деле, да, объективно и, субъективно он тоже счастливый. Что такое счастье? Слушай, не знаю. Все, что не несчастье, наверное, все счастье. О чем вы мечтаете? Господи, сейчас все в одном. Я сразу мне про мысль, про мирное небо над головой. Слушай, я не знаю. Я, по-моему, сбыла уже все свои мечты, которые были. Я очень хочу не проебать то, что мне Господь дал. Я обычно спрашиваю всех, что будет с нами через год. Но все-таки вы русский писатель, а у русских писателей есть дар и интуиция, и возможности какого-то предвидения. Ну, что с нами будет через 5 лет, через 10? Я думаю, что будет бедненько, но чистенько. Это не оптимистично. Какие у нас варианты? Никаких. Я хочу оставаться здесь. Я не хочу выбирать между отъездом и не отъездом, но с последствиями. Я хочу оставаться здесь. Да, я люблю Владивосток. Я люблю язык. Я люблю вообще вот это вот все. Наше, кроме каких-то совершенно чудовищных историй, которые невозможно любить. Кто-то делает отсылы, проводит параллели с 20-ми годами прошлого века. Это литературная такая история, да, мы же все читали, как оно было. Я вижу очень много сходства с первой половиной 80-х. Я вижу это стукачество с людьми, которые, обрадовавшись возможности почему-то проявить самую свою поганую сущность, самыми Вас это удивило? погаными. Да, меня это удивило. Стучат, причем все. Бог накажет. Ой, сейчас вообще такой интересный период. Вообще началась такая быстрая, очень кармическая ответка прилетает. На это так интересно смотреть. И тут мое вот это вот, знаешь, вот про то, что давайте, вот милосердие – это отличная история, да, сострадание отлично. Я не без злорадства смотрю на то, как некоторым чувакам
прилетает кармическая ответка. Пока страдают в основном невиновные люди. Ну нет, ты просто не вглядываешься в виновных. Слушай, опять же, будем сейчас говорить, поддержим терроризм, не дай бог какой-нибудь, нечаянно, и даже знать не будем об этом, а потом узнаем, но будет поздно, не надо. Милосердие или справедливость? Конечно, милосердие. Свобода или стабильность? Там я... Дальше вы не готовились. Я не выучила. Ну? Свобода или стабильность, ты сказала? Я так и не знаю ответа. Правда. И вот про милосердие и справедливость я абсолютно четко знаю. Милосердие – это Божья история, вот, Божья. И когда человек оперирует понятиями справедливости или милосердия, ну, Господи, о чем здесь думать-то? Правда или безопасность? Я уже старенькая, я очень люблю безопасность. Вот, но они, к сожалению, наверное, тоже где-то рядышком ходят. Вопрос времени, когда безопасность перестанет быть безопасностью, если ты где-то очень сильно налажаешь. Поэтому, наверное, все-таки правда. Родина или истина? Ой, боюсь, Родина. Вы рассчитываете дожить до того момента, когда кончится война? Конечно. И что будет? Ой, слушай. Вот мне кажется, я не пью вообще. Но мне кажется, я буду пить. Вот прям 3 дня.